Всем привет! Сегодня мы попробуем сэкономить много евро, подав документы на продление нашей резиденции онлайн с помощью электронного сертификата и без помощи всяких хестеров, адвокатов и других людей, которые всегда хотят нам чем-то помочь за недорого. Продлевать мы будем 5-летнюю визу, хотя процедура подачи документов для 2-летней в принципе такая же, за исключением того, что там нужно будет предоставлять еще справку из банка о движении по счету и остатки, а также справка от страховой компании, что у вас есть медицинская страховка. Во всем остальном процедура ровно такая же. Итак, идем в Google и вбиваем «Residencia de larga duración España». Нас интересует портал de Inmigración. Здесь нас интересует список необходимых документов. Мы видим форму X11, которую мы будем заполнять на финальном шаге. Делать все будем онлайн. Поэтому пока ее пропускаем. Далее нам нужны копии всех страниц нашего паспорта. Сделаем это сами, сфотографируем на телефон и через приложение сформируем PDF-файл. Если есть дети, необходимо запросить справку со школы о том, что они там обучаются. Я буду все показывать на примере детей, потому что там сложнее немножко подача, больше документов. А также в качестве дополнительных документов здесь указано свидетельство о рождении. Ну, сразу же подготовим его, чтобы не было вопросов. Теперь давайте посмотрим, какую ТАССу нужно заполнять и оплачивать. Так, видим 52-я ТАССа, эпиграф 2.6. Едем дальше. Кликаем на ссылку и ищем 52-ю ТАССу. Ее можно оплатить через интернет или сформировать, скачать, распечатать и оплатить в любом банке. Но я предпочитаю второй вариант. Сейчас все заполним, скачаем и распечатаем. Выбираем нашу провинцию. Так, вот так выглядит форма 52-й ТАССы. Здесь нет ничего сложного, вбиваем свой НИЕ номер, фамилию, имя, обязательно ставим национальность. Далее идет адрес, провинция, почтовый индекс и телефон. Галочку ставим на пункт 2.6, как было указано ранее. Вводим этот случайно сгенерированный код и скачиваем документ. В итоге мы сформировали 52-ю ТАССу, ее можно распечатать в любой локутории и пойти в банк оплатить. Документ состоит из 3 страниц, точнее даже из 4, но я 4-ю уже удалил, потому что я буду все это распечатать в локутории, платить за это деньги. Стоимость одного листа может варьироваться от 10 до 40 центов. Мне нужно 4 ТАССы, поэтому 40 на 4 это 1,6 евро. В общем, я решил, лучше выпью кофейку потом, чем платить эти деньги в локутории. Итого имеем 3 листа, один остается нам, другой идет в банк и третий предоставляем в экстранхирию. Вот этот экземпляр мы как раз будем отправлять, сканировать в экстранхирию. Так, молодцы, распечатали, оплатили ТАССы, все прекрасно, двигаемся дальше. Теперь давайте разберемся с этой справкой со школы. Называется она La Escolarización. Так и напишем директору. Ее можно запросить в администрации школы, либо на бумаге, либо в электронном виде. Я напишу письмо директору, получу ее электронно. В этот же день я получил ответ. Вот так выглядит эта справка в нашей школе. Ну что, мы готовы. СИТы у нас оплачены, справки со школы получены, детские свидетельства о рождении переведены и отсканированы. Сфотографированы все страницы наших паспортов. Теперь переходим вот сюда, ссылки на все сайты я оставлю ниже в описании. И заходим с помощью нашего электронного сертификата. Я тут замылил квадратиками свою личную информацию, но так выглядит вход на сайт с помощью сертификата. Все, мы внутри. Теперь переходим в экстранхирия. Отлично. Мотаем ниже. Находим Mercurio. Презентаción телематика. Нажимаем дальше. Переходим. Acceso Individual. Снова нас спрашивают про наш сертификат. Хорошо. Продолжить. Продолжить. Здесь выбираем верхний пункт Presentar Renovación. И продолжаем. Заполняем появившуюся форму. Тут все понятно. НИЕ, дата, до которой действует ваша карта. Вписываем год нашего рождения. И выбираем нашу страну, гражданином которой мы являемся. Последнее поле оставляем пустым. Сразу хочу сказать, что на этом шаге у многих появляется вот такая ошибка. Я сам эту ошибку видел, у меня она тоже была. И мне помогло использование приватного режима браузера. Он еще называется режим инкогнито, в зависимости от браузера, который вы используете. Переходим на следующую страницу и продолжаем. Далее перед нами появится форма, уже частично заполненная нашими данными. Нам останется только добавить наш адрес,
номер телефона и электронную почту. Все остальное там уже есть. И таких нам нужно будет заполнить 3 страницы. Все одно и то же. Адрес, телефон, адрес, телефон. Я, естественно, запикаю тут все квадратиками por razones de seguridad. Да, самые последние 3 поля в конце заполняем только за ребенка. Взрослые там не заполняют ничего, оставляем пустым. Переходим на вторую страницу и заполняем все то же самое. Адрес, телефон, электронная почта. И снова нижнюю часть заполняем только при подаче за ребенка. Взрослые пропускаем. Итак, третья страница. Здесь снова повторяем свое имя и фамилию, свой номер НИЕ и снова наш домашний адрес. Ничего нового. Confirmación de protección de datos. Принимаем. Все, мы почти справились. Нажимаем Presentación. Ставим галочку «Принять». И попадаем на финальный шаг, где мы будем загружать наши документы, которые мы подготовили с вами ранее. Первый у нас идет ТАСА. В этом выпадающем окне нужно найти, какой конкретно документ вы подаете. Выбираем «Копия de ТАСА». Хочу заметить, что максимально допустимый размер файла здесь 6 мегабайт, поэтому большие картинки придется сжимать. Ниже в описании я оставлю сайты, где можно это делать онлайн. Так, далее у нас идет школьный сертификат, взрослые его не подают. Третьим у нас пойдет свидетельство о рождении на детей, взрослые это тоже не подают. Ну и последнее, это все копии нашего паспорта. Итого мы загрузили 4 файла, взрослые подают 2 файла, ТАСА и паспорт. Продолжаем. Все, мы почти все сделали, осталось только подписать. Для подписи нам понадобится, кроме нашего электронного сертификата, еще одна программульна, которая называется «Автофирма». Ссылку, где можно скачать эту программу, я оставлю ниже в описании, так же, как и остальные ссылки. Выбираем программу для нашей операционной системы, скачиваем, устанавливаем, там ничего сложного. Все, жмем «Подписать». Все, мы справились, мы молодцы, теперь можно скачать наш документ, в котором будет номер для отслеживания. Ссылку, где можно отслеживать, я также скину в описании ниже. В системе ваше дело появится только через несколько дней, поэтому не переживайте, если вы сразу что-то не можете найти. Нужно просто подождать. Всем пока!